Доброго времени суток. Продолжаем рассматривать партии с Кубка Республики Беларусь по шашкам 64. Встретилась вот такая вот позиция. То есть начальная. Ну, интересная достаточно здесь игра была. Видите, такая связка. Ну и позиция непростая. Пришлось играть сюда. Я играл черными. И вот здесь было нападение. Ну и здесь закрылись. И вот здесь, конечно, интересное дальше продолжение были. Но я думаю, что черные все-таки упустили выигрыш. Надо было просто подождать. И вот непонятно, что делать. То есть, если HG3, то можно EF6 сразу. Наверное, почему я откинул этот вариант? Где-то здесь мне что-то не понравилось. Возможно, вот в этой вот позиции. Ну, здесь BC3 и так далее. То есть, вот как-то совсем мне не понравилось. А надо было просто EF6 подождать. Все равно грозит вот этот удар. То есть, остается ED2. Иначе на другие ходы комбинации. И вот получается вот такой момент. На BC3 получается и на DC3 вот этот вот удар. HG. И сюда. Вот такая вот позиция. Это один вариант. И давайте посмотрим, как все-таки было в партии. То есть надо было BA7, а было в партии HG5. И ED6. Ну, то есть ED6, чем продиктован ход ED6, чтобы на CB4 был ход DC5, то есть с выигрышем. И надо практически автоматом АБ4 ходить. И вот такие вот позиции возникают. HG7. И вот здесь давайте посмотрим подробнее вот эту позицию. Вот GF2 было, и в партии так было, и провел рекомбинацию, и ничейная позиция получилась. А вот давайте посмотрим другое продолжение. DC5. И вот здесь вот, конечно, гораздо перспективнее позиция за черных. Что черные могли получить, скорее всего, но не скорее всего, а надо бить на D6. И вот здесь вот как раз шашка, как вы видите, лишняя. И здесь надо белым каким-то образом делать ничью. Вот она. Позиция получилась. Если бить в этом направлении, то получается, видите, непонятно куда черным ставить дамку. То есть, если вот этот ход будет, кажется, логично, то вот такая логичная идея будет. Ну, вот такие вот схемы получились. Так, давайте еще посмотрим. Давайте посмотрим варианты. Так, ну вот BA7, как я уже сказал, надо было ходить вот отсюда. Варианты интересные. Сюда. И вот здесь вот такой ход. И вот на такой ход интересная сейчас идея будет. То есть, если FG5, то есть вот это вот продолжение. То есть GF6, CD, и вот здесь AB6, и будет ничья. То есть 4 на 4 шашки, но. Вот здесь вот есть интересный момент достаточно. Вот с этой жертвой, и как раз для блица было бы это интересно. FE7 надо, и вот такая вот позиция, она, естественно, ведет к ничьей. То есть побили и ничейная позиция. Это первая партия микроматча. И вот давайте посмотрим вторую партию микроматча. То есть я ходил вот так вот белыми, пошел. И здесь у меня
какие возникли мысли. То есть GF4, GF6. Конечно, надо было сразу пойти сюда и просто играть вот эту позицию. В партии похожая позиция была, она ничейная, то есть здесь ничего не видно. Даже несмотря на то, что вот белые, черные, если быстро, допустим, занимают, либо, ну, может, я не знаю, АБ6 как-то ходят. Ничейная позиция. Если кто-то что-то обратное докажет, то, ну, можете в комментариях показать, потому что, ну, не буду растягивать этот репортаж. Но вот мне казалось, что я суперход сделал АБ2. И вот в партии было или HG7, или HG5. То есть вот эта вот позиция получилась. Сюда. И вот эта вот ничейная позиция получилась. Но. Интересная очень реплика была FE5. Допустим, ну, я вот планирую вот этот ход и потом, естественно, нападать. Есть вот этот вот вариант интересный, но он ни к чему не ведет. То есть DE5. HG3 надо придерживать, дабы не поставили на F4. То есть приблизительно вот такие вот варианты. BC, HG и поменялись. То есть ничейная позиция получилась. Но вот здесь вот я считаю, что самое интересное, был очень интересный вариант. И здесь очень плохая позиция была бы у белых. EF6. Вот здесь можно даже поставить два восклицательных знака. И основная идея какая? На CD4 вот эта вот комбинация. То есть для меня такая достаточно диковинная идея. Не знаю, кто-то видел, не видел, но вот. И попробую вот здесь вот. То есть найди что-то на эту позицию. Допустим, HG3. Ну, логично, чтобы на FE поменяться каким-то образом. Опять вот. На CD4 опять вот этот вот удар. Видите? Ну, вот такая вот идея нашлась. Но это уже после партии. То есть партии, естественно, я ничего не видел. Иначе бы не пошел вот этот ход АБ2. Не делал бы, сразу бы, естественно, напал. И форсировал бы ничью. Тут несложно было посчитать вот эти варианты. Даже учитывая то, что темпа такие партии были. Контроль ограничен сильно. Но несложно было посчитать. Ну вот. Основная идея, как я уже говорил, на CD, HG5 и так далее. Итак, до новых встреч.